Привет трейдерам американских акций и биткоина. Сегодня у меня для вас рождественский подарок. Трейдеры любят делать себе рождественские подарки в конце ноября и держат эти подарки до начала Нового года. Покажу вам сегодня два графика. Первый график NASDAQ, дневной график. Второй график биткоин, недельный. Начнем с американских акций. Там ситуация намного проще. Логично сказать, что в марте 2025 года закончился прошлый цикл в связи с введенными тарифами Трампа и неопределенностью отношений с Китаем. В мае начался новый цикл. Новый цикл вечно идет в 5 волн. В этом графике мы четко видим желтым обозначены основные 5 волн, красным обозначены дополнительные 5 волн, которые обычно идут от второй до третьей волны, во время третьей волны. Потому что третья волна тоже всегда, чаще всего, не всегда, чаще всего состоит из 5 волн. Этот анализ в рамках волн Эллиота. Как мы видим, третья волна, вероятно, уже закончилась, потому что 5-волновое движение уже было закончено. В данный момент у нас 4-я волна, коррекция. Точно сказать, где она закончится, конечно же, очень сложно. Поэтому здесь мы добавляем технический анализ. В рамках технического анализа для иллюстрации я использовал только средние. Как видим, 50-я была прорвана и проверена, прорыв был проверен. Сейчас мы сидим на сотке и как раз остановились на сотке. Последняя дневная зеленая, выше сотки. Поэтому есть надежды, что 4-я волна закончилась. Учитывая, что мы ждем Рождества, вполне возможно, что действительно будет рождественское ралли. В ближайшие дни нужно отслеживать ближайших 2-3 дня торговых, отслеживать дневные свечи. Если мы не уйдем этими свечами вниз, если цена не провалится, то будет подтверждение того, что 4-я волна закончена, и мы можем просто ожидать рост как минимум на 15% от текущей цены. Думаю, на этом все касательно американских акций. Учитывая, что NASDAQ, техноакции Америки, напрямую коррелируется с биткоином, считаю нужным еще показать криптотрейдерам график биткоина. С биткоином все немного ситуация сложнее. На дневке ситуация размытая, не до конца понятная, поэтому предлагаю посмотреть на недельный. На недельном взять более широкий диапазон по времени, но в принципе он имеет место быть. И в принципе по логике вещей он очень похож на правду. Здесь мы тоже закончили 3-ю волну. 3-я волна тоже была в 5 волн. 5-я волна закончилась треугольником. Треугольник был прорван и немного протестирован. Сейчас большой вопрос. Коррекция, 4-я волна будет как коррекция АБЦ или же просто уйдет к сотке. Если в ближайшую неделю биткоин обвалится в районе 70 тысяч, это легкая покупка и вопрос закрыт. Ждем, когда биткоин поднимется до 180 тысяч. Есть же другой вариант, что если в ближайшие, опять же таки, 3-4 дня ликвидность на рынок вернется, то мы можем увидеть тоже рост. Этот рост будет до 110 приблизительно тысяч. Таким образом, мы действительно проверим этот треугольник
А вот что произойдет на 110 тысяч, сложно сказать. Действительно ли закончилась четвертая волна или нет, сложно сказать. Если же мы провалимся до 70 тысяч, и там будет жесткий разворот, да, четвертая волна закончилась. На данный момент нам надо смотреть на дневные свечи ближайшие, и если они будут очевидные и зеленые, то путь до 110 тысяч может даже будет в течение дней, а возможно будет определенный флэт. Надо будет смотреть за динамикой. Одно могу лишь сказать точно. Мы ждем конца этой четвертой волны. Мы ждем подтверждения. Так или иначе, когда цена вернется в район 130, то в любом случае от 130 до 180 мы поднимемся. Вопрос в том, будем ли мы искать это дно от 70 тысяч и до 110 тысяч. Выбор за вами, никаких инвестиционных советов. В принципе, ситуация по рынку акций проще. Паника была на этой неделе неимоверная. Обычно после таких паник все нормализуется, и паника — это лучшее время для покупок. У меня все. Пишите комментарии. Видео это бесплатное, и никакой дополнительной рекламы, потому что открыл свой YouTube канал. Хотелось бы просмотры от людей, которые занимаются финансовыми инвестициями и трейдингом. Всем спасибо за внимание. До свидания.